Здравствуйте, на связи Апгрейд. В этом видео мы разберем трейлер. Упс. Перед началом данного видео я хочу извиниться за свою неактивность в последние 1,5 месяца. Видео не выходили, так как в сентябре я болел, а в октябре нагонял все пропущенное за сентябрь. Ну а еще я немножечко ленивая жопа. Собственно, на этом все. Ну а теперь подробный разбор и анализ трейлера Fate Stay 4.1x. Поехали! Для начала хочу сказать, что трейлер получился очень атмосферным и имеет большое количество информации. Как предполагает слово «разбор» в названии видео, нам придется разбить трейлер на кусочки и рассматривать каждый из них. Однако я предлагаю сразу категоризировать их и разместить в наиболее логичной последовательности для облегчения анализа. Ссылку на оригинальный трейлер, а также ссылки на официальные источники вы можете найти в описании. The following morning, the deadly symphony began. It's all quite messy. Итак, трейлер встречает нас новой иконкой. На этот раз золотой, на сине-зеленом фоне. Мы слышим голос Франца, который говорит нам о том, что на следующее утро началась смертельная симфония. Здесь можно предположить, что это одна из записей из дневника Франца, в которой он говорит о разработке Зены. Следующим кадром нас встречает диск с новой программой Super Sonara. В следующей сцене мы видим процесс отстыковки навскида. Он отображается золотым цветом, и как другой навскид начинает отплывать, после того как был подбит. Данный навскид фиолет. Справа сверху на карте цифрового моря мы можем заметить две новые кнопки. Можно предположить, что первая включает круг вокруг скида и шкалы по краям окна, а вторая фиксирует камеру за спиной. После того, как навскид был подбит, в его окне появляется отсчет, который показывает, насколько далеко навскид отдрифтил от скида. Причем, чем дальше навскид отплывает, тем слабее становится сигнал. Если навскид отплывет далеко, то сигнал будет потерян. Мы можем также заметить, что навскид использовал несколько торпед во время боя, а его щиты и обшивка повреждены. Сравнив два окна, мы можем заметить, что радар целого навскида горит красным, что означает опасность или боль, а подбитого синим, так как в бою он не может больше участвовать. В следующем кадре открывается программа Super Sonara. Снизу слева и справа сверху мы видим два поля для координат. Чтобы начать поиск, необходимо ввести код построения навскида для поиска. Во время поиска справа снизу показывается цель для поиска. В данном случае это фиолетовый навскид, а слева сверху отдаленную карту цифрового моря. Когда сигнал найден, окошко справа снизу меняет свой цвет на зеленый. После процесса поиска навскида необходимо синхронизировать данные Super Sonara с картой цифрового моря, а затем подобрать навскид в указанном месте. В следующем кадре мы видим, как навскид уплыл слишком далеко и связь с ним оборвалась. Кстати, если кто не заметил, это навскид Юлин. Неплохая отсылочка, не так ли?
В следующем кадре мы видим, как Скид подбирает навскид с Ульрихом. За ним можно увидеть метку, которая, предположительно, была создана суперсонаром. Следующие две сцены – бои в цифровом море. Здесь мы можем увидеть новый интерфейс боя. Карточка Скида находится внутри окна сражения. Вместо очков здоровья, спринта и действий, Скид имеет заряд щита, прочность обшивки и количество торпед. В распоряжении у Скида 4 опции: выпустить 3 торпеды, 16 торпед, восстановить торпеды и отстаковать навскиды. Все опции говорят сами за себя. Удар торпедами Конгра наносит 80 единиц урона, а акула использует пронизывающий лазер. Следующий набор сцен – обновленные бои на Леока. Первый кадр – новые частицы боя. Второй показывает новое окно сражений. Здесь, как и в цифровом море, опции теперь отображаются непосредственно в окне битвы, причем статусы тоже. Так, к примеру, у Ода какой-то дебаф на защиту. Вильям парализован и имеет какой-то эффект. Рядом с эффектами отображаются цифры. Вероятно, они означают, сколько действий они продолжаются. Рядом со скатом мы можем видеть фиолетовый значок. Он означает, что данный монстр камикадзе, то есть он наносит большой урон, но при этом ранит себя. Еще существует зеленый тег, лекарь, который лечит сам себя, и синий, командир, может призывать дополнительных монстров в битву. При наведении курсора на мышечную атаку снизу появляется ее описание. Чтобы выбрать, против кого нужно использовать атаку, необходимо нажать на его портрет в окне битвы, а чтобы отменить, на стрелку назад. Следующие изменения касаются карты. Для начала, карта города была переименована в глобальную, так как теперь отображаются не только город, но и прилежащие дороги, дорожные пути, узлы электрической сети. Само окно обзавелось вкладками, которые позволяют быстро переключаться между различными видами и функциями карты, к примеру, отслеживанием телефонов и обычной карты. Старые атаки получили массивное обновление. Атаки метеором и на электростанцию были со времен IFC 3.2.3. Теперь они плотно связаны с системой изучения тем. После начала данных особых атак вам предстоит открыть окно телевизора, где будет сказано о текущей атаке. Это откроет новую опцию в новом браузере в поисковой системе Kiwi. После этого вы сможете перейти на сайт, связанный с атакой. На примере с метеоритом поисковый запрос Spatial Agency, а домен defense.gov. Для того, чтобы попасть на защищенную часть сайта, как и раньше, придется использовать криптограф. Более крупные изменения касаются атак на электростанцию. Для начала данный вид атаки обзавелся своим собственным сайтом naturenergy.gov. Для доступа к статусу электросети необходимо также взломать доступ к сайту. После взлома в трейлере четко показано, что существует счетчик до отключения от сайта, который, как предполагает название, отключит вас от сайта. После первого отключения придется использовать усиленный криптограф, что в ответ может разозлить цену. Усиленный криптограф использует больше энергии. Чтобы получить информацию о состоянии электросети, необходимо успеть ввести адрес пилота из репортажа ТВ и синхронизировать полученную информацию с глобальной картой, которая в свою очередь будет показывать статус атаки. Скид получит еще больше глубины благодаря системе модулей. Во время сражений или других событий системы скида могут быть повреждены, что может привести к некорректной работе. Так, к примеру, 5-й модуль крепления навскидов, который в нормальном состоянии используется для стыковки и отстыковки навскидов, для перезарядки их щитов и торпед, а в поврежденном состоянии стыковка и отстыковка может не сработать. Модуль 4 – тормоз. В нормальном состоянии защищает скид от чрезмерного ускорения или замедления, а поврежденным при выходе из концентратора или ловушки может не сработать, тем самым нанеся физические повреждения. Модуль 9 – цифровой ключ. В нормальном состоянии осуществляет передачу данных между скидом, концентраторами приводе координат и криптографом. В поврежденном состоянии использование криптографа будет оповещать Zen. Все поврежденные модули наставят красным цветом в главном окне скида. Для починки скида необходимо прицепивать его к башне или в гараже и ввести команду. На момент записи данного ролика данная команда известна как skid.vp. Возможно, в новой версии процесс будет немного сложнее, чем ввод единственной команды. Если на Леока доступных воинов нет, то вы сможете воспользоваться автопилотом скида для того, чтобы вернуть его на Леоку. Однако, если воины есть, то для управления скидом вам придется отправить их в скид. Усиленный криптограф можно активировать при открытом окне криптографа команды crypto.boost, а команда crypto.unboost отменит усиление. В трейлере показана новая книга, однако ее содержимое нам неизвестно. В списке изменений написано, что планируется система изучения книг.
То есть, прежде чем воспользоваться книгой, ее придется изучить, что будет занимать время. Возможно, это как-то связано. Второй вариант — это книга повторения, то есть там будут быстрые ссылки на другие книги. При разрушении скида в наземном секторе на скиды будут выпадать, а сам скид взрываться. Похожее будет и в цифровом море. В конце чей-то женский голос говорит нам о том, что возникли какие-то проблемы. Из персонажей, которые будут иметь озвучку, мы знаем о 3: Элити или Джереми, Франции и Симон. Так как это не голос первых двух, то я могу нас поздравить с первым кусочком диалога от Симона. Ну, если, конечно, ему не решил спонтанно озвучить кого-то еще. Несмотря на то, что в трейлере она не показана, функция «Возврат в прошлое сейчас» все еще в списке изменений в обновлении FSL 4.1x. Я не могу не упомянуть, что из данного цикла были перенесены в другие циклы «Ловушки Цифрового моря» и «Мунаска». Выход FSL 4.1x был перенесен с 24 октября на неделю вперед, то есть на 1 ноября 2020 года. Мы живем в неидеальном мире, поэтому мы держим данную дату в голове как примерную. Игра выйдет не раньше ноября точно. На этом все. Если вам понравилось данное видео, прошу подписаться на мой канал или поставить лайк под этим видео. Напоминаю, что у меня есть Discord, где я готов ответить на разные вопросы, касаемые FSC, моих видео или канала. На связи был Апгрейд и до скорой встречи.